Сегодня вы увидите 10 впечатляющих оптических иллюзий. Некоторые вы могли видеть ранее, потому что они известны в интернете, но сегодня мы будем не только удивляться тому, как наши глаза легко обмануть, мы узнаем, почему это происходит и как это работает. Поехали! Номер 10. Прямые линии. Нам кажется, что эти линии немного изогнуты, но на самом деле они прямые. Начнем с этой достаточно простой иллюзии, которая может помочь нам понять, как работает наш мозг. Он пытается обработать картинку, которую получает таким же образом, как он обрабатывает все картинки, которые он видит в течение дня. Например, когда мы смотрим на дверь издалека, мы не напрягаясь понимаем, что все линии прямые, но стоит нам подойти поближе, и линии искажаются. Так же, как на этой картинке линии, которые уходят вдаль, искажают таким образом наши прямые линии. Аноморфические иллюзии. Очень сложная, но эффектная иллюзия, которая представляет собой несколько рисунков или объекты, которые как бы выходят из интерьера или являются его частью. Вы наверняка видели уже подобные 3D-граффити. В интернете появилось много умельцев, которые научились делать подобные фокусы. Неплохой трюк. А вот эта техника была использована в Канаде вместо лежачего полицейского, чтобы замедлить движение водителей по дороге, которые могут переходить дети, идущие в школу. Невозможные фигуры. Это могут быть предметы или рисунки, которые представляют парадокс между логикой и реальностью. На самом деле, это предметы, которые только при взгляде с одной стороны кажутся невозможными. Среди таких фигур треугольник, лестница. Вот, например, рисунки Эшера, который сделал их в середине 20 века. Иллюзии движения. Посмотрите на этот рисунок. Это картинка, а не кусок видео и не гиф-анимация. Если не верите, нажмите на паузу. Эта картинка называется «Крутящаяся змея», и она самая популярная в этом жанре. Есть еще и другие. Нам кажется, что они движутся из-за темных и белых линий, которые создают ложный объем на синем лабиринте. Кстати, это также работает с животными. Если хотите, отпечатайте или покажите эти иллюзии своим кошкам или собакам, а потом напишите в комментариях, как они себя вели. Сохранение следа на сетчатке глаза или эффект Токслера. Проявление феномена заключается в прекращении восприятия визуального раздражителя, занимающего строго постоянное положение по отношению к сетчатке глаза. То есть эта иллюзия играет с вашими глазами в большей степени, чем с вашим мозгом. Хотите узнать, как это работает? Смотрите на крестик, и вы увидите, как зеленая точка заменяет розовые точки по кругу. Но на самом деле нет вообще зеленой точки. Если не верите, нажмите на паузу. Дело в том, что наш глаз привыкает к порядку розовых точек. Когда хоть одна из них исчезает, они заменяются в нашем глазу зеленым цветом, который является комплементарным для розового. А если долго смотреть, то розовые точки одна за одной будут исчезать, и в итоге все исчезнут. Еще одна иллюзия. Смотрите, не отрывая взгляд на черную точку посередине. Не бойтесь, здесь не будет скримеров. Внимание! Если вы действительно не отвлекались и смотрели на черную точку, то вы видите цветную картинку, но через некоторое время цвета начнут исчезать, и картинка станет черно-белой. Но на самом деле картинка всегда была черно-белой. Цветной профиль картинки отпечатывается на сетчатке, и еще некоторое время мы его видим уже в наложении на другую картинку. Иллюзии перспективы. С понятием перспективы знакомы многие. Принцип простой. Все, что ближе к нам, кажется больше, чем то, что дальше. Посмотрите на эту картинку. Ближний монстр меньше, чем дальний. Но на самом деле они одинакового размера. Поставьте паузу и замерьте линейкой. Также с перспективой можно играть в специальной комнате, которая кажется нормальной с одного ракурса, но на самом деле она в форме трапеции. Поэтому, перемещаясь по углам комнаты, человек кажется то большим, то маленьким. Анимированные иллюзии. Принцип прост. На рисунок с недостающими частями накладывают полосатое стекло. Эти черные полоски на стекле дополняют рисунок, и кажется, что он движется. Такой же принцип был раньше использован в производстве мультфильмов. Измененные лица. Лицо – это первое, что мы учились узнавать с самого детства. Порой мы видим лица даже там, где их нет. Перевернутые фотографии. Посмотрите на эту симпатичную девушку. Но стоит ее перевернуть в нормальное положение, мы видим, что рот и глаза были перевернуты, и она уже не такая красивая. Вот еще пример. Стоит нам сделать такие изменения в лице, как мы чувствуем дискомфорт, когда смотрим на эту фотографию. Но вот самое впечатляющее. Смотрите на крестик по центру экрана. Не отвлекайтесь на лица справа и слева. Но краем глаза мы замечаем, что звезды Голливуда становятся похожими на монстров.
Многоустойчивое восприятие. В какую сторону едет поезд? Это видео давно появилось в интернете и является загадкой для многих. Пишите в комментариях, куда вам кажется он едет, вперед или назад. А теперь посмотрите на эту крутящуюся девушку, в какую сторону она крутится. Кажется, что она крутится в обе стороны. Цветовые иллюзии. Тон цвета, на который вы смотрите, зависит от тона и цвета, который его окружает. Эти два серых квадрата по центру кажутся одного цвета, но не тут-то было. И наоборот, посмотрите на эту шахматную доску. Клетки, отмеченные буквами А и Б, кажутся разных цветов. И вроде бы все в порядке на этой картинке, но на самом деле клетки А и Б одного цвета. Чтобы это проверить, даже воссоздали картинку. Действительно, благодаря тени и более темным другим клеткам, эта клетка кажется светлой. Посмотрите на платье подруги невесты, которое взорвало интернет спорами о настоящем цвете этого платья. Кому-то оно казалось золотым и белым, кому-то коричневым и синим. Так как фото сделано в темноте, сложно понять реальный цвет. Но, как выяснилось, оно черно-синее. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, а также раздавите кнопку лайк под этим видео.